Сегодня дел к вечеру, мы вышли погулять. Днем дети уроки делали. Там мукбанг мы сегодня снимали. Без мамы. Дети у нас участвовали. Были главными героями, так сказать, этого дела. Вот. Потом уроками, мукбанги, я там свое монтировал. А к вечеру, время уже вечер, надо, думаю, пойти погулять, пока светло. Море хоть поснимать, потому что с окна так сегодня солнечно, так сегодня ярко, так жарко было прям на балконе. Мы даже открыли эти стекла, сдвинули в сторону. И пришлось обратно жалюзи закрывать, потому что стекла сдвинули. Стало прям очень жарко. И жалюзи хоть чуть-чуть спасали, защищали от этого. Так что время к вечеру, время сейчас где-то 5:30. Мы сейчас ждем звонка от мамы. Там у нас некоторая договоренность. Когда мы получим от нее звонок, надо будет позвонить нашей соседке. И она подъедет, ее заберет. Она прилетает, наша мама, в аэропорт Внуково. Это не очень далеко от нашего дома. Она, соседка сказала, что подъедет и заберет ее. Да, Михаил, что ты хотел? У меня проблемка. Да. Ну, не проблемка, может, не проблемка, может, это даже хорошо. Угу. Я еду, у меня начинают скрипеть колеса. Ну, колеса эти. Педали включу, они скрипят. Угу. Я их переключаю, да? Угу. Они начинают сильнее скрипеть. Потом я взбесился, надоело мне это. Я это все вот так вот покрутил в некоторые стороны. Теперь она на маленькой стоит. Это нормально? Ну, в принципе, да. Ты сейчас просто едешь, чаще крутишь педали, я так понимаю, правильно? Ты крутил левую педальку. Ой, левую ручку ты крутил. Потому что если ты правую крутил бы, у тебя на маленькую бы она не ушла. Я и правый, и левый крутил. Ну, я понял, что. Вот так вот. Ну, пойдем сейчас на ходу покрутим, решим, Не, как нормально. переключиться. Ну, нормально, так, да. Тебе чуть чаще приходится это делать. Но с другой стороны, должно это делаться легче еще. Пойдем, сзади машина. Быстрее переезжай. Пока нет никого. Легче и это. И чаще надо. Легче чаще, да. Вон Олег тебя ждет. Давайте катайтесь, у нас часок где-то есть, покатаемся. А то уже скоро стемнеет. А я вам сейчас море покажу, что там у нас. Сегодня с морем. По идее, вот издалека гладенькое оно такое. Сейчас глянем, что там вблизи. Вот такое сегодня море. Край воды, видите, как далеко вернее, край мокрого песка от воды. Видимо, ночью бузило оно, все это намочило. А сейчас такое спокойненькое, легенькое. И по ощущениям, сейчас вот на улице не холодно. Ветра нет, по ощущениям прям пойди и купайся. Вода как будто не холоднее, чем была неделю назад, когда мы купались с детьми. Или даже меньше дней назад. Вот. Котейки вот здесь ходят, котейки-попрошайки. Классное такое море, спокойное. Небо немножко облачное. Ну и время сейчас 5:30, уже солнце фактически село. Сейчас еще полчаса максимум, и будет все темно. Пляж уже рыбацкий у нас. Там рыбаки, тут рыбаки. И вот эти еще главные самые на пляже, эти пушистые. Это какой-то новый, такого не было, кто-то прибежал недавно. Миша там с одним каким-то уже общается, он на лавочке сел. Он сразу же прискакал на руки. Кошки сейчас стали очень контактными в осеннее время. Очень быстро к этому приучились. Да? Да, мохнатый? Как дела у тебя? Мяу? Да, мяу. Ой, ладно. Народу, кстати, очень много сейчас гуляет. Время 5:30 вечера. Очень много гуляет, очень много катается на великах. Сейчас мы только вышли, прям целая толпа катающихся. Потом вот торговля уже здесь настроилась, все уже разложились они. Баклажаны, все дела. Цены плюс-минус там на 1-2 лиры поднялись. Ну, в общем, те же самые. Ой, пойду до Миши дойду, что он там меня звал. Кота он видал, которого он там какого-то назвал.
Постоянно с ним играет. Не помню, как он назвал его. Вот они, Мишины друзья. Вот этот на Тимошку похож, да? Этот тоже. Я банду собираю тут, между прочим. Да банда в сборе уже, смотри тут. А вот мой любимец, которого я глажу листиками. Ай. А этот ко мне не хотел идти. Иди кто? На лавочке со мной сидел. Да я видел. Ну, посмотри, что он какой. Черныш пришел. Какой классный, какой Уголь, пушистый. иди сюда, уголь. Уголек. Уголек, далматинец. Черный с белым далматинец. Сколько у вас тут шайка? Папа, смотри. Вот так вот на лапке вставал, трогал. А этот серенький чуть твой велик не укатил. Лапкой наступил на колесо, и оно поехало, да? Этот нравится тебе, да, кошалик? Серенький. Шарик, иди сюда. Вся шайка идет сюда. Так. Ты ко мне не хотел идти, давай, иди сюда. Мне нефига идти. Не трогай его. Маленькая как делать? Пипи. Вон та белый-черный. А? Миша их гладит, а они думают, что он их кормить собрался. А черненький боится еще добавок. Езжай, Миша, на велике, а время-то идет, сейчас стемнеет, и все. И пойдем в сторону дома потихоньку. Пугливые какие ребята тут. Не трогай котов. Езжай. Мой друг. Как ты этого друга зовешь? Кыс-кыс? А, все понял. Вот этот вот маленький Тимоша 2. А по цвету, которого ты кыс-кысом зовешь, он больше всего на Тимошу похож, вот этот. Не, если бы чуть-чуть небольшие полосочки были, вообще Тимоша был. У него тоже полосочки есть. Ты обрати внимание, на хвосте полосочки есть, на спине полосочки тоже Если есть. бы такие полосочки по всему телу были бы, тогда был бы Тимоша. А, понятно. Ну, каждый уникален, так же, как и люди. Ладно, катайся Папа, может я трюкером стану? трюкером. Я тебе потом придешь, тебе покажу трюкера одного. Нечаянно снял тебе его в Эрдемле. Домой придем, тебе покажу, хорошо? Ой, что смотри. Вот Тимоша. Вот этот бугай, Толстенький. толстенький Тимоша. Ладно, езжай. Худенький Мишутка. Катайся. Давай, а то время Я идет, помню, смотри, уже темнеет. у вот этого вот котика глаза как у моего Тимоша. Тоже карий более. Иди, катайся. А у этого тоже похоже. А это строгий какой, с пятнышками. Смотри какой. Ой, какой хаёсенький. Интересно, он боится меня? Ну-ка, привет. Я боится. А вот эти вот уже даже великого его не боятся. Езжай, не пугай. Не пугай. Видишь? Не пугай, Мишаня. Езжай, не обижай О, котов. смотри, вот эти какая-то машинка. Ну да, это трехместная она, по-моему. Езжай. Трехместная, с крышей. Да. Миллиарды стоит. Котейка, как ты делаешь? Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Вот эта котейка делает мяу-мяу-мяу. Да? Мяу-мяу-мяу. Ладно, дети поехали кататься, я поброжу по набережной немножко. Чудный вечер наступает. Тихо, спокойно, очень тепло. О, включили фонари, как по заказу. Их включают, кстати, какое-то время, каждый день. О, еще один член Мишиной банды. Тут много таких. Ой, так что дети катаются на великах. Я немножко прогуляюсь до ближайшего моста. Овощи, фрукты мы покупать сегодня не планировали. Максимум завтра что-то прикупим. У нас все еще есть в холодильнике. Скорее всего, ничего покупать мы не будем. По-моему, здоровался я уже со всеми. На всякий раз еще раз привет. У нас сегодня море такое интересное.
визуально как будто нет моря, а на самом деле она сливается на горизонте. Прям, если приглядеться вот без камеры, то я вижу, где она стыкуется. На уровне раз, два, три, четвертый, пятый этаж сверху застекленный балкон, вот если вы слева увидите у дома. Вот на этом море, посередине этого застекленного окна проходит граница между небом и морем. Мы сейчас с детьми покушаем и пойдем погуляем. А еще нам надо успеть... К скольки у нас сегодня тренировка? К 5 часам еще успеть надо на тренировку. Вот, так что у нас сейчас предстоит готовка. Своими силами это постараемся обеспечить. Сейчас покушаем, покатаемся на великах и на тренировку. По WhatsApp. Да, наша мама. Мы с мамой сейчас разговариваем. Говори спайси 5 штук лапши. Ага. И вот этот держатель, как у меня на телефоне, для нового телефона. Ага. А в это время мы готовим зажарку для макарон по-флотски. Что мы, Беру все, кроме чехла, правильно? что мы положили? Да. А чехол просто прозрачный, да? Я правильно понял? Да. Где-то. Короче говоря, что мы туда пока что положили: лук, морковку, помидоры. Папа нарезал болгарские перцы. Почистил их уже. Сейчас затянем еще фарш. Затянем. И будем уже готовить. Ага. Овощи немного утомил, добавил фарш. Сейчас все это зажарим. Ну, как немножко, чтобы потом макароны были вкусные. Вот. Сейчас чуть-чуть перемешаем. Мне кажется, морковку я зря бросил, она будет жесткая. Остальное, в принципе, все нормально. Вот. И сейчас уже поставлю макароны. Мы решили лапшу. Я сперва предлагал детям простые там палочки, рожки какие-то. А когда предложил макароны лапшой, они сказали: во-во-во, такие мы еще не ели. Так что сейчас еще поставим варить лапшу. Потом все это объединим. И будет у нас вот такое, как это назвать правильно, хотел сказать месиво, но это не месиво. Это у нас будет макароны по-флотски или что-то такое. Ладно, так. Видеоотчет нашей маме, как мы питаемся, можно сказать. Можно так назвать это видео. Она сейчас с нами, кстати, болтала по телефону немного. Заботится там, спрашивает, чем мы тут питаемся, чем занимаемся и так далее. Ладно, переключаемся на огонь поменьше. Сюда ставим варить макарошки. Я тут стою, мешаю макароны. Поактивнее, а то они сейчас это при... Да. Так, попробуй по кругу их чуть-чуть крутить. Вот так. Вот. Все нормально. Я, наверное, мало воды налил. Они прям это, почти полностью всю кастрюлю занимают. Или кастрюлю надо было побольше взять. И тут что-то я много помидоров набузил. У меня столько воды в этом, в мясе. Но, с другой стороны, сейчас с макаронами смешается. Эта вся вода уйдет на мяско. Вот. Точно, будет точно. Да, осталась еще минутка макароны варить. Сейчас мы их сливаем и все это в одной кастрюльке объединяем. И еще там сколько, пару минут вместе тройку потушим и будем сейчас накрывать на стол. И плюс еще там салатик нарежем, огурцы, помидоры. Идем в веселой компании на тренировку. Вот кто-то поехал уже вот тут. Кто-то просто хихикает. Идем на тренировку. В общем, мы успели вовремя на тренировку. Он уже слышит голос тренера. Я пойду потихоньку по парку погуляю.
Сегодня даже ничего не планировал, никуда далеко уходить отсюда. Потому что никаких покупок совершать не надо. Хотя сегодня вторник. Я думал купить фруктов сперва с собой детям. Вот. Но потом подумал, нам эти фрукты придется потом тащить с собой в Адану. Вот. И у нас еще есть фрукты недоеденные дома. И вот эти недоеденные фрукты, если я детям их не втискиваю, не даю им в руки, считай, они их как раз все и съедят за это время, пока мы будем отсутствовать. А если не съедят, то я думаю, что догадаются наши друзья, что надо бы добавить там мандаринчиков или яблок красных. Во всяком случае, Миша точно не промолчит. Сегодня такое море тихое, спокойно. Честно говоря, если бы не 3 ноября, то можно было подумать, что надо пойти искупаться. Ой. Я даже не знаю, у нас сейчас кто-нибудь ходит на море купаться. Я знаю, что рыбачков очень много. Мы сегодня на великах не дошли до моря. Мы пока готовили, пока то да сё, пока учеба. Мы сегодня на великах днем не дошли. Сейчас посмотрим, может, вечерком сходим. Посмотрим. Народ тоже, видите, расслабленный. Многие без масок ходить начали. Но мы стараемся это не забывать это делать. Не так сложно одеть маску. Она уже стала привычная нам. Видите, какое море ласковое. Пойду в ту сторону прогуляюсь. Здесь, кстати, тоже парк неплохой. Много места для отдыха и детские площадки, и чего только нету. Мы обычно в другую сторону ходили, а можно и в эту сторону ходить гулять. Мы ходили с детьми гулять. Сюда надо как-нибудь, кстати, в противоположной стороне есть там этот автодром. Надо сходить узнать, работает он, нет. А то можно было бы сюда Олега привезти на его день рождения. Мишу, к сожалению, не посадят, потому что там ограничения по возрасту. Я уточнял. А вот Олега точно пустят, ему будет интересно, я знаю. Море такое классное. Сейчас вообще не холодно, немножко даже душно, потому что мы сейчас из автобуса выскочили, достаточно так быстро шли от остановки сюда, поэтому так подзапарился я, но это только из-за того, что быстро шел. А так, в принципе, такая комфортная погода. Вон мужичок в майке идет, я думаю, что ему не холодно. Сейчас ехали с кучей школьников в автобусе. Они достаточно горластые, но тоже одеты они достаточно легко были. Пойду в ту сторону прогуляюсь максимально, сколько мне желание будет. Посмотрю, что там есть. Парк вот примерно постоянно такой. Много лавочек, вон спортивная площадка. Много мест, где можно присесть. Здесь рядом пляж такой. В воду зайти можно. Знаете, бывают такие камни, что не зайдешь, а здесь можно зайти. Вот эти зеленые домики, это душевые, переодевалки. В всяком случае, до этого я проходил, вот так они были обозначены. И они были еще открыты. Я последний раз проходил, было это все открыто. А сейчас закрыли вот фанерными листами. Поскольку зимой это никто не пользуется. Вот. Потом здесь
баскетбольная площадка. Пальмы стоят тоже здесь. Там какая теннисная площадка следующая. Вот здесь уже большой пляж. Прям такой. Большой, видимо, сюда больше народу ходит. Вот с этих домов, которые слева стоят, свеженькие, новенькие. А здесь, кстати, душевые кабинки еще открыты. Вероятно, что и либо фанеры не хватило, а может быть еще кто-то их использует по назначению. Это вот будка, типа тут какие-то ларек-марек, и за ней фонтан. Как он работает, я не видел ни разу. Я уже проходил, он был в таком завершенном, неработающем состоянии. Вот эти деревянные штуковины стоят непонятные. Это, скорее всего, домики спасателей. Единственное, их как-то не уважают и крышу никакую им не сделали. Возможно, что это вопрос временный или какой-то тканевая крыша там у них. Вот тут пляжик такой немаленький. За вот этой вот решеткой, которая там видна вдалеке, скорее всего, река, которая впадает здесь в море. Сейчас пойдем посмотрим, потому что за рекой здесь вероятен мост, который нам позволит пойти на другую сторону. И за рекой продолжение этого парка. Формально это даже один парк, но там он продолжается, так сказать, территориально.